Кораблекрушение германского пассажирского десятипалубного круизного судна «Вильгельм Густлов». «Вильгельм Густлов» – германское пассажирское десятипалубное круизное судно. Построено на средства организации «Сила через радость». Названо в честь убитого нацистского партийного лидера Вильгельма Густлофа. На момент постройки одно из крупнейших пассажирских судов. Спущен на воду 5 мая 1937 года на гамбургской верфи Блоум плюс ВОЗ. На церемонии спуска присутствовал Адольф Гитлер и основные лидеры нацистской партии Германии. До начала Второй мировой войны использовался как плавучий дом отдыха. Совершил 50 круизов у побережья Европы. В сентябре 1939 года передан в военно-морские силы и переоборудован в плавучий госпиталь на 500 коек. Использовался как лазарет во время военных действий германской армии в Польше. С 1940 года переоборудован в плавучую казарму. Использовался как учебное судно 2-й учебной дивизии подводного плавания военно-морского флота в порту Готенхафен города Гдыня. 30 января 1945 года затонул у берегов Польши после торпедной атаки советской подводной лодки С-13 под командованием Маринеско. Гибель судна считается одной из крупнейших катастроф в морской истории. Точный состав и количество пассажиров на борту неизвестно. По официальным данным, в ней погибло 5348 человек. По оценкам ряда историков, реальные потери достигают 9985 человек, включая 5000 детей. После торжественного спуска судна на воду прошло 10 месяцев, прежде чем Вильгельм Густлов прошел ходовые испытания в мае 1938 года. За это время была закончена отделка и обустройство интерьера лайнера. В качестве благодарности строителей судна взяли на двухдневный круиз по Северному морю, который квалифицировался как испытательный. Первый официальный круиз состоялся 24 мая 1938 года, и почти 2/3 его пассажиров были гражданами Австрии, которую Гитлер 2 месяцами ранее присоединил к Германии. Незабываемое путешествие имело целью ошеломить уровнем сервиса и удобств австрийцев, участников круиза, и убедить других в преимуществах союза с Германией. Круиз стал настоящим триумфом, свидетельством достижений новой власти Германии. Мировая пресса восторженно описывала впечатления участников круиза и невиданную роскошь на борту лайнера. Даже сам Гитлер прибыл на лайнер, символизировавший все лучшие достижения страны под его руководством. Когда же ажиотаж вокруг этого символа гитлеровского режима несколько стих, лайнер начал выполнять задание, ради которого был построен, предоставлять доступные, комфортабельные круизы рабочим Германии. Круизный корабль «Вильгельм Густлов» предлагал действительно незабываемые и дешевые путешествия и круизы. В истории он также остался как яркое средство пропаганды нацистского режима. Первый удачный, хоть и не запланированный, случай произошел во время спасения моряков английского судна «Пегуэй», терпевшего бедствие 2 апреля 1938 года в Северном море. Как флагман круизного флота Вильгельм Густлов провел в море всего 1,5 года и выполнил 50 круизов в рамках программы «Сила через радость». На его борту побывали около 65 тысяч отдыхающих. Обычно в теплый сезон лайнер предлагал путешествия по Северному морю, побережью Германии, норвежским фьордам. Зимой лайнер ходил в круизы по Средиземному морю, побережью Италии, Испании и Португалии. Для многих, несмотря на такие незначительные неудобства, как запрет на выход на берег в странах, которые не поддерживали нацистский режим, эти круизы остались незабываемым и самым лучшим временем из всего периода нацистского господства в Германии. Многие рядовые немцы воспользовались услугами программы «Сила через радость» и были искренне благодарны новому режиму за предоставление возможностей отдыха, несравнимого с другими странами Европы.
Помимо круизной деятельности, корабль «Вильгельм Густлов» оставался судном в государственной собственности и вовлекался в различные мероприятия, проводимые правительством Германии. Так, 20 мая 1939 года Вильгельм Густлов впервые перевозил войска немецких добровольцев легиона «Кондор», принимавшего участие в гражданской войне в Испании на стороне Франко. Прибытие судна в Гамбург с героями войны на борту вызвало большой резонанс по всей Германии, и в порту устроили специальную церемонию встречи с участием лидеров государства. Последний круиз лайнера состоялся 25 августа 1939 года. Неожиданно во время запланированного рейса в середине Северного моря капитан получил зашифрованный приказ срочно вернуться в порт. Время круизов окончилось, менее чем через неделю Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война. Корабль служил плавучей казармой для школы подводников Кригсмарине почти 4 года, большую часть этого времени находясь вдалеке от линии фронта. С приближением конца войны ситуация начала изменяться не в пользу Германии, множество городов страдали от налетов союзной авиации. 9 октября 1943 года Готенхафен был подвергнут бомбардировке, в результате которой было потоплено другое судно прежнего ЭДФ, а сам Вильгельм Густлов получил повреждения. В Восточной Пруссии население пыталось любой ценой добраться до морских портов. Возможность бежать через Балтийское море казалась последним шансом на спасение. Во второй половине 1944 года фронт подошел совсем близко к Восточной Пруссии. Соответственно, немцы Восточной Пруссии имели определенные основания бояться мести со стороны Красной Армии. В октябре 1944 года первые части Красной Армии уже были на территории Восточной Пруссии. Первым немецким городом, захваченным советскими войсками, был Нёмерсдорф, ныне село Маяковское Калининградской области. Через несколько дней немцам удалось на некоторое время отбить город, в котором было задокументировано первое свидетельство насилия в отношении мирного населения Германии, и нацистская пропаганда начала широкую кампанию по обличению советских зверств, обвиняя советских солдат в массовых убийствах и изнасилованиях. В результате количество добровольцев в ополчение «Фолькштурм» увеличилось. Однако одновременно возникла паника среди немецкого населения Восточной Пруссии, и миллионы людей стали беженцами. К началу 1945 года количество беженцев резко возросло. Многие из них следовали к портам на побережье Балтийского моря. Для эвакуации огромного количества беженцев по инициативе командующего ВМС Германии Карла Дёница была проведена операция «Ганнибал», которая вошла в историю как крупнейшая эвакуация населения морем. Во время этой операции из Восточной Пруссии было вывезено почти 2 миллиона человек на больших судах, а также на сухогрузах и буксирах. Корабль «Вильгельм Густлов» начал принимать на борт беженцев 22 января 1945 года в порту Готенхафен в районе Данцига. Сначала людей размещали по специальным пропускам, в первую очередь несколько десятков офицеров-подводников, несколько сот женщин из флотского вспомогательного дивизиона и почти 1000 раненых солдат. Позже, когда в порту собрались десятки тысяч людей и ситуация осложнилась, начали впускать всех, предоставляя преимущество женщинам и детям. Поскольку запроектированное количество мест было всего 1500, беженцев начали размещать на палубах в переходах. Женщин, военнослужащих разместили даже в пустом бассейне. На последних этапах эвакуации паника усилилась настолько, что некоторые женщины в порту в отчаянии начали отдавать своих детей тем, кому удалось подняться на борт, в надежде хотя бы таким образом их спасти. Под конец 30 января 1945 года офицеры экипажа судна уже перестали считать беженцев, количество которых перевалило за 10 тысяч.
По современным оценкам, на борту должно было находиться 10 582 человека, 918 курсантов младших групп 2-й учебной дивизии подводных лодок, 173 члена экипажа судна, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих и 8956 беженцев, в основном стариков, женщин и детей. Когда в 12 часов 30 минут Вильгельм Густлов в сопровождении 2 кораблей охраны наконец отошел, на капитанском мостике возникли споры между 4 старшими офицерами. Кроме командующего судном капитана Фридриха Петерсена, призванного из отставки, на борту находились командир 2-й учебной дивизии подводников и 2 капитана торгового флота, и между ними не было согласия относительно того, каким фарватером вести судно и какие меры предосторожности принимать относительно подводных лодок и авиации противника. Был выбран внешний фарватер, немецкое обозначение Звангсвек. Вопреки рекомендациям идти зигзагом, чтобы осложнить атаку подводных лодок, было решено идти прямым курсом со скоростью в 12 узлов, поскольку коридор в минных полях не был достаточно широким, и капитаны надеялись таким образом быстрее выбраться в безопасные воды. Кроме того, корабль испытывал недостаток топлива. Лайнер не мог развить полную скорость из-за полученных при бомбардировках повреждений. К тому же торпедолов ТФ-19 вернулся в порт, получив повреждение корпуса при столкновении с рифом, и в охране корабля Вильгельм Густлов остался только один миноносец Лёве. В 18 часов ровно поступило сообщение о конвое тральщиков, который якобы шел навстречу, и когда уже стемнело, было приказано включить ходовые огни, чтобы предотвратить столкновение. В действительности же никаких тральщиков не было, и обстоятельства появления этой радиограммы так и остались невыясненными до сих пор. Командир советской подводной лодки С-13 «Маринеска» увидел ярко освещенный, вопреки всем нормам военной практики, Вильгельм Густлов, и в течение 2 часов следовал за ним в надводном положении, выбирая позицию для атаки. Как правило, субмарины того времени даже в надводном положении были не способны догнать быстроходные лайнеры, но капитан судна Вильгельм Густлов Петерсен шел медленнее проектной скорости, учитывая значительное переполнение пассажирами и неуверенность относительно состояния корабля после многолетней бездеятельности и ремонта после бомбардировки. В 19 часов 30 минут, так и не дождавшись тральщиков, Петерсен дал команду потушить огни, но уже было поздно. Маринеска выработал план атаки. Около 9 часов С-13 зашла со стороны берега, где ее менее всего могли ожидать, и из надводного положения, с дистанции менее 1000 метров, в 21 час 04 минуты выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем еще 2 «За советский народ» и «За Ленинград». 4-я, уже взведенная торпеда «За Сталина», застряла в торпедном аппарате и едва не взорвалась, но ее удалось обезвредить, закрыть люки аппаратов и погрузиться. В 21 час 16 минут первая торпеда попала в носовую часть судна, позже вторая взорвала пустой бассейн, где находились женщины флотского вспомогательного батальона, а последняя ударила в машинное отделение. Двигатели заглохли, но освещение продолжало работать за счет аварийного дизель-генератора. Первой мыслью пассажиров было то, что они наскочили на мину, но капитан Петерсен понял, что это была субмарина, и его первыми словами было: «Вот и все». Те пассажиры, которые не погибли от 3 взрывов и не утонули в каютах нижних палуб, в панике бросились к спасательным шлюпкам. В этот момент оказалось, что, приказав закрыть, согласно инструкции, водонепроницаемые переборки в нижних палубах, капитан заблокировал часть команды, которая должна была заняться спуском шлюпок и эвакуацией пассажиров. В панике и давке погибло не только много детей и женщин, но также многие из тех, кто выбрался на верхнюю палубу. Они не могли спустить спасательные шлюпки, потому что не умели этого делать, к тому же многие шлюпбалки обледенели, а судно уже получило сильный крен.
Общими усилиями команды и пассажиров некоторые шлюпки удалось спустить на воду, и все же в ледяной воде оказалось много людей. От сильного крена судна с палубы сорвалась зенитная установка и раздавила одну из шлюпок, уже полную людей. Примерно через час после атаки Вильгельм Густлов полностью затонул. Миноносец Лёве, бывший корабль голландского ВМФ, первым прибыл на место трагедии и начал спасение уцелевших пассажиров. Поскольку в январе температура уже была 18 градусов, оставалось всего несколько минут до того, как наступало необратимое переохлаждение организма. Несмотря на это, кораблю удалось спасти 472 пассажира со шлюпок и из воды. На помощь также подошли корабли охранения другого конвоя, крейсера «Адмирал Хиппер», который тоже, кроме команды, еще имел на борту около 1500 беженцев. Из-за опасения атаки субмарин он не остановился и продолжал удаляться в безопасные воды. Другим кораблям, под другими кораблями понимается единственный эсминец Т-38. На Львене работала гидроакустическая станция «ГАЗ», Хиппер ушел, удалось спасти еще 179 человек. Немногим больше, чем через час новые корабли, которые пришли на помощь, смогли выловить только мертвые тела из ледяной воды. Позже малый посыльный корабль, который прибыл на место трагедии, неожиданно нашел через 7 часов после потопления лайнера среди сотен мертвых тел незамеченную шлюпку и в ней живого младенца, закутанного в одеяло, последнего спасенного пассажира с судна Вильгельм Густлов. В результате выжить удалось по разным оценкам от 1200 до 2500 человек из немногим меньше 11 тысяч находившихся на борту. По максимальным оценкам потери оцениваются в 9985 жизней. Согласно данным Мирослава Морозова, на борту Густлова погибло из 918 матросов и офицеров 2-й учебной дивизии подводных сил 406 человек, из 173 членов экипажа 90 человек, из 373 военнослужащих вспомогательной службы ВМФ 250 человек, из почти 5150 беженцев и раненых 4600 человек.